Упоминая два слова «блокада» и «Ленинград», первое, что может прийти в голову, это голод, нищета и бомбежки. Ленинград был вторым городом Советского Союза, производивший почти четверть от всей продукции тяжелого машиностроения. В нем действовало 333 крупных промышленных предприятия, в которых работало 565 тысяч человек. Потеря города развернула бы исход войны в сторону нацистской Германии. Начало блокады Ленинграда принято считать 8 сентября 1941 года. Уже с сентября того же года советское руководство было вынуждено ввести карточную систему, в которой полагалось: норма рабочего горячего цеха не более 700 грамм хлеба, остальным рабочим давалось около 500 грамм. Детям и служащим полагалось вес 300 грамм. Уже с ноября того же года были сделаны поправки. Рабочие горячих цехов получали максимум 375 грамм, остальным рабочим и инженерам сократили до 250. Служащим и детям полагалось всего 125 грамм. Недостаток пищевых ресурсов вынудил изменить состав блокадного хлеба, в котором содержалось обойная мука 57%, овсяная мука 20-30%, подсолнечный жмых 10%, соль 3% и 2-3% солод. Единственным спасением ленинградцев стал Невский пятачок. Еще не дав замерзнуть Ладожскому озеру, по нему пустили полуторки с продовольствием, которые забирали жителей Ленинграда на территорию Большой Земли. Все это сопровождалось огромным риском от обвала льда до нашествия немецкой авиации. Довольно сильное влияние на блокаду начали оказывать приближающиеся, пронизывающие насквозь морозы. Каждый день от голода погибало около 4000 человек. Бывали дни, когда эта цифра приближалась к отметке 6-7 тысяч. Соотношение 63 мужчины на 37 женщин из 100. Наиболее тягостным годом стал 1941, в котором смертность достигла 780 тысяч человек. Несмотря на все это, Ставка не придавала внимания сдать город, принимая различные меры. Осенью 1941 года были предприняты несколько попыток прорыва блокады. Все в общем счете оказались неудачны. Уже 12 января 1943 года прозвучал артиллерийский залп, давший начало прорыва блокады. После этого немецкие силы были отброшены до южных подступов к городу. В результате этого глубина немецкой линии обороны Ораниенбаумского плацдарма достигала 20 километров. Со стороны нацистской Германии за все время находилось около 730 тысяч человек. 20 января был освобожден Новгород, вместе с этим полностью разгромив группировку противника. 21 января была принята просьба о произведении салюта в честь окончательного освобождения города от блокады. Но уже окончательно блокада была снята лишь 27 января 1944 года, завершив дни блокады на 872 дне. За этот период со стороны Советского Союза от голода погибло около 630 тысяч человек, 17 тысяч людских жизней от артобстрелов и бомбардировок. В боевых действиях насчитывалось 332 тысячи убитых и 111 132 человека, которые пропали без вести. Таков он, блокадный Ленинград. Ставьте лайки. Если понравилось видео, то обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.